Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Время от времени общество будоражит вести об уходе из жизни бывшего вора в законе Саши Северного, несмотря на то, что все эти слухи яйца выеденного не стоят. Хотя местоположение человека никому не известно. Север появился на свет за колючкой и из зон всю дорогу практически не вылезал. Мужчина водил знакомство с исполнителем Михаилом Кругом, был не чужд поэтическому творчеству, на него надевали корону, а затем развенчали. Один из телеканалов посвятил ему документальную ленту. Пусть не так давно наш герой лишился короны, вряд ли существование по понятиям перестало быть образом его жизни. Кстати говоря, фейковые сообщения о кончине Севера то и дело мелькают то там, то здесь. Подоплека этого лежит на ладони. В 2014 году знаменитый вор в законе перестал быть таковым. Что же касается истоков Сашиного пути, то скажу, что в апреле 1959 года в советском тогда Казахстане появился на свет Александр Валентинович Северов, причем именно в месте, как говорится, не столь отдаленном. Да и в дальнейшем без малого 3 десятка лет жизни он мотал сроки по крыткам и лагерям, что принесло мужчине не токмо респект и уважуху со стороны товарищей по несчастью, но и почтительное отношение верхушки воровского сообщества, наделившей его званием законника. Замечу, что через всю биографию теперь уже бывшего вора в законе Саши Севера красной строкой проходят судебные заседания, этапы до всяких разных ИТУ и лагерно-тюремное существование. Судимости у мужчины немерено, по крайней мере я насчитал с десяток, а начал он в 1976 с колонии для малолеток, куда попал на 2 года за кражу. Кстати говоря, 2 последних срока у Севера были условными, 222 и 228 статьи. Увенчали короной голову мужчины по инициативе влиятельных, в определенных кругах Цицка, Пеца, Сергея Бойцова в небезызвестном Владимирском Централе в 1993 в ту пору, когда он отбывал 6-летнее заключение за разбой, который каким-то боком затрагивал супругу Севера Галину. Доведу до вашего сведения, что во время нахождения на своем следующем жизненном этапе к животрепещущему вопросу собственной роли судьи при посвящении какого-либо человека Север относился довольно придирчиво. Ибо перед тем, как превратить козырного фраера в вора в законе, Саша как под микроскопом рассматривал личность претендента, изучал его на вшивость в плане соблюдения воровских понятий, рассматривая в роли идеала для подражания знаменитого Васю Бриллианта. Вышеуказанные требовательность и принципиальность Севера приводят к тому, что за все время, проведенное им на самом верху воровской пирамиды, мужчина лишь один раз согласился быть крестным, дав добро на посвящение в законники некого Огонька. Знаменитым певцом жанра русский шансон Михаилом Кругом, которого насильно лишили жизни в его Тверском доме, Север был неплохо знаком. Исполнитель не один раз навещал Сашу на зоне, беседовал по душам с авторитетом, снимался вместе с мужчиной, выступал в той же колонии с концертной программой. Пусть они и значительно отличались друг от друга характерами, трепетное отношение к тюремному творчеству сближало мужчин, а потом и сам авторитет стихи сочинять любил. Например, текст к песне «Осенний дождь» написал он. Добавлю, что хорошие знакомые Круга обращали внимание любопытствующих и на то, что слова его знаменитой вещи «Владимирский Централ» сперва отличались от конечного варианта, ибо в тексте вместо «Владимирский Централ» «Ветер северный» было «Владимирский Централ» Саша Северный. Что же касается родных людей нашего персонажа, замечу, что кого там ни возьми, у всех стаж нахождения за колючкой будь здоров какой. Так батя мужчины, Валентин Северов 27 лет, потоптал зоны и лагеря. 44 года, лишь подумайте, 44 года провела в местах заключения мама Рима. Да и старшая сестра авторитета недалеко ушла в общей сложности, она сидела 22 года. С будущей спутницей жизни Жигалей Саша свел знакомство в середине зажигательных перестроечных 1980-х. Боюсь ошибиться,
Но, по-моему, Галина вообще не была на тот момент судимой. Женщина родила Северу сына и дочку, попутно не отказавшись принять на воспитание отпрыска мужчины, рожденного в союзе с другой дамой. И что мы имеем в итоге? А то, зоны у Севера зонами, но и о наследниках он не забывал. Тут, правда, есть одна загвоздка. С точки зрения живущего честным трудом человека. Хотя кому как. Отпрыски Саши, встав на ноги, стали продолжать его дело. Не знаю, мне бы как отцу это не понравилось. Да, и я тут упоминал об одном сроке мужчины, связанном с разбоем. Хотя, положа руку на сердце, сыр-бор разгорелся из-за оскорбления, находящейся за рулем супруги авторитета Галины. Какой-то тип из шедшего на обгон авто обругал ее матерными словами. Север перебрался на водительское место, догнал и чувствительно измутузил негодяя. Увы и ах, в 2014 году специально собираемый в таких случаях сход авторитетных людей с подачи вора, в законе волчка, имевшего зуб на Сашу, развенчал смотрящего за дверью, вменив тому в вину кое-что не соответствующее занимаемому им, так сказать, уровню. Это, во-первых, постоянное упоминание в СМИ и незатухающий интерес пользователей сети. А это в положении Севера категорически неприемлемо. Второй пункт. Претензии – это участие в качестве свидетеля в процессе против товарища из того же воровского мира. Кстати, товарища, находящегося в Тверской области не на последних ролях и выставившего себя в качестве так называемого терпилы. Ну и была еще пара-тройка замечаний. Так, сущие мелочи. Нецелевое расходование средств общака и кое-что написанное и произнесенное Севером в тот момент, когда он находился под воздействием запрещенных законом веществ. В заключение замечу, что раскоронование Севера, по данным разных источников, на удивление прошло тихо, мирно, малявы по тюрьмам и лагерям не рассылались. Да и сам Саша, как говорят до ныне среди товарищей, находится в авторитете не меньшим. И, конечно, я чуток переборщил, когда сказал, что местоположение Саши тайно за 7 печатями. Да нет же, пишут, что с благоверной вместе он продолжает обитать за высоким бетонным забором в собственном особняке в Тверской губернии и ездит на авто с удивительным номерным знаком, буквы на котором складываются в слово «вор». И завершить хочу так: будьте особо внимательны и не ступайте ни в коем случае на тонкий лед. С 2019 года организация преступного сообщества или участие в нем по статье 210 Уголовный кодекс Российской Федерации караются от 12 до 20 лет заключения. Короче, живите честным трудом.